Знаете, что такое бараньи котлеты? Бараньи котлеты – это вот то, что мы еще иногда называем корейкой. Понимаете? Замороженные. Потому что собирались готовить котлеты, и, соответственно, на котлеты выбрали отличное мясо. Чистую мякоть. Это тоже будут котлеты. Но называются они рубленые котлеты. Готовить мы сегодня будем не просто котлеты, а будем готовить венгерские котлеты. По книге знаменитого венгерского кулинара Карой Гунделя называются эти котлеты бараньи котлеты по-удвархейски. Я не знаю, это слово проходит, цензуру или нет, но мне этот рецепт очень понравился. Не случайно. Потому что у наших далеких предков, я имею в виду вот меня и венгров, когда-то была общая история. И отголоски этой истории видны еще и в кулинарии. Вот, например, лучок, фасоль, томат, бараний жир. Понимаете, все это очень, хочешь, скажем, по-узбекски, хочешь, скажем, по-азербайджански, все это будет очень вкусно для нас с вами. Я видел, я знаю, что вот профессиональные, так сказать, повара, они что берут на фарш? Вот всякие жилы, всякие пленки и так далее. А я так никогда не делаю. Я вот эти грубые пленки, по крайней мере, грубые пленки, из бараньих котлет должен убрать. Потому что бараньи котлеты не будут тушиться, не будут вариться. Они будут готовы очень быстро. И вот эти все пленочки останутся как резинки. Они будут застревать между зубов, несмотря на то, что мы пропустим это все через мясорубку, и просто получится мелко порубленная резина. Поэтому мясо тщательно зачищаем, обрезки все пойдут в бульон, я не знаю, на какой-то другой фарш, который можно потушить, но сюда только самое лучшее мясо. Посмотрите, о чем я вам все время говорю. Вот как большевики все время говорили одно и то же. Я вам об этом говорю тоже постоянно. Обрезков, максимум здесь 200 грамм. Причем это отличный бульон. Добавим косточек, получим превосходный бульон. Зато теперь фарш получится идеального качества. Но не про фарш я хотел с вами сейчас поговорить. Я хотел с вами проговорить о том, какие замечательные ребята венгры. Какая вкусная у них кухня. Знаете, в книге Карой Гунделя написано: возьмите копченый шпик. То есть копченое сало. Карой Гундель, как и все венгры, ел свинину. А я Салих Анкишиев, я азербайджанец. Я беру кусочек копченого курдюка. Вот точно так же, как свиное сало. Густо засолили, полежало там, не знаю, дней 10. Поставили в коптилку. Аккуратнее с коптилкой. Видите, как оно тает? Видите, у меня вот уже по пальцам буквально течет этот жир. Так вот, коптилка должна поддерживать температуру не выше 60 градусов. И теперь это копченое сало отправится в сотейник, растопится, и на нем мы будем готовить все остальное, все, что следует готовить дальше. Пусть жир вытапливается на самом маленьком огне, пусть шкварочки получатся сухими, пахнет уже замечательно, пахнет копченым, все правильно, нет никакой разницы, это был шпик, с которого срезали шкурку, либо это был копченый курдюк. У нас получится еще вкуснее. Идемте мясорубку включать. Фарш, только соль, черный перец, и можно добавить немного чабреца. Можете добавлять, можете не добавлять. Значит, здесь примерно кило 200 фарша, и это, пол столовой ложки соли. Меньше нельзя. Черного перца примерно 1 чайную ложку. А чабрец сколько у вас там в ладошке поместится? Разотрите его в порошочек. И сюда. Самое главное, это очень хорошо вымешать фарш, чтобы фарш получился клейким, чтобы котлета держалась вместе. Если у кого-то руки не заняты, то, конечно, можно сделать это и руками. Но у меня руки заняты, потому что мне еще надо помешать копченый курдюк и опускать сюда лук. Видите, сколько жира в этом? Жира более чем достаточно для того, чтобы получился очень вкусный овощной гарнир. Лучок. Пусть лук пожарится хорошо. Вот не торопитесь.
Лук надо жарить на невысоком нагреве и до тех пор, пока он не пожелтеет. Лук начинает золотиться, отправляю петрушку, порубленную петрушку. Так делают во многих странах. Я знаю, что у нас принято приправлять готовой петрушкой сверху, посыпать для красоты. Попробуйте пожарить петрушку вместе с луком. Это очень-очень вкусно. А еще необходимо порубить чеснок. Ну как же так? Венгрия и да без чесночка? Нет, это не пойдет. Можно пропустить чеснок через чеснокодавилку, можно порезать такими тоненькими таблетками. Все это будет хорошо. Ну так, где-то полголовки чеснока. Пора подумать о сковородке, на которой мы будем жарить котлеты. Я думаю, что 10-12 котлет как раз поместится на этой большой сковородке. Но у больших сковородок есть особенность их использования. Накройте ее крышкой. И пусть постоит на слабом огне, прогреется равномерно. А пока что можно сформировать котлетки. Думаю, что вот такие небольшие, но довольно толстые, будут в самый раз. Отхлопайте как следует каждую, чтобы не оставалось ни одной трещинки, чтобы внутри не оставалось ни одной полости. Иначе котлеты просто-напросто растрескаются. Чувствую, что запахло чесноком. И скорее ко второй сковородке, потому что самое время опускать помидоры. Помидоры, порезанные кубиком из пачки. Хотите, можно взять свежие, непременно снять с них шкуру и дальше порезать кубиком. И все, вперед, помидоры непременно должны поготовиться. Они должны изменить свой вкус. Сейчас у них пока что вкус сырых помидоров. А необходимо, чтобы был вкус готовых помидоров. Не забудьте посолить и приправить соус. Я думаю, что сюда пойдет примерно пол-столовой ложки соли, примерно четверть столовой ложки, ну или можно сказать, что 1 чайная ложка черного перца для остроты, для жгучести, и еще немного сладкой паприки. Это Венгрия. Сковорода разогрета до температуры 185 градусов. Выкладываем бараний жир. Заранее вытопленный бараний жир. Так и написано в книге Карой Гунделя. Это не моя самодеятельность. Жира должно быть столько, чтобы он покрыл все дно сковороды. И выкладывайте котлетки. И я намеренно изготовил их довольно толстыми, чтобы в середине они оставались немного с простырью. На английский манер, как говорит Карой Гундель. Но тем не менее, котлеты на столе будут готовы ровно так, как надо. Соус равномерно кипит, помидоры пахнут хорошо, все пахнет хорошо. Чеснок, лук, вот этот копченый курдюк. Фасоль хорошенько промыли, нарезали 2-сантиметровыми кусочками и отварили в течение 2-3 минут в соленой воде. Пусть поготовится вместе с помидорами. Знаете, вот в эту смесь добавь десяток яиц, и уже получится отличный азербайджанский завтрак. Очень многие так любят. Но мы добавим не яйца, мы добавим котлеты, которые уже самое время переворачивать. Обратили внимание, что я накрыл сковородку крышкой? Да, а что? Зачем терять тепло? И пусть прогреваются. Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Пахнет замечательно. Я хотел сказать, что я жарил котлеты ровно до тех пор, чтобы у них образовалась какая-то вот поверхность, которая будет их удерживать вместе. А теперь эти котлеты перекладываем куда? Да вот, разумеется, сюда, в сотейничек, где томятся, тушатся овощи. Пусть котлеты поготовятся вместе с ними.
Теперь со сковородки, где жарились котлеты, необходимо слить масло. Но не все, а только лишнее, оставляя мясной сок. Понимаете, котлеты жарились, и хочешь или не хочешь, выпускали из себя мясной сок. Поэтому жир сливаем. А все то, что на поварском языке называется припек, оставляем на месте. Теперь сюда, на эту сковородку, можно налить какое-нибудь вино. Я не знаю, какое хотите, белое, красное. Можно налить бульон. Можно налить воду, в которой вы развели немножко лимонного сока и сахара. Теперь необходимо довести до кипения этот бульон. То есть практически я мою этим бульоном сковороду. Здесь был стакан бульона. Вот и все. Бульон закипел. Выливаем его куда? Да поверх котлеток. Накрываем крышечкой. Кушать будем через 10 минут. За эти 10 минут как раз можно сварить какие-нибудь коротенькие макароны. За эти 10 минут можно сварить какие-то галушки. Ну, в конце концов, широкую, толстую лапшу. Потому что просто так есть это блюдо, но это будет слишком жирно. Сварил, что было. А были у меня ригатони. Ну, такие вот макаронины. Как раз то, что надо. А как котлетки? Как там соус? Прекрасно, превосходно. Я думаю, что на одну порцию, ну, к таким-то макаронам, по 2 котлетки самое оно. А еще соусу погуще, да фасоли, да помидоров, да чесночка. А сверх всего еще немного свежей петрушки и предложите сметаны, кто захочет. А этот соус на котлеты запасные, пусть вот здесь постоят, рядом, чтобы у нас с вами был повод сказать: приятного вам аппетита!